За $200 в СССР могли расстрелять. Не за шпионаж, не за саботаж, просто за обмен валюты. Как обычная валюта стала государственной угрозой, кто строил подпольные финансовые сети и почему закон меняли под конкретных людей, разбираем в деталях. С 1937 года в СССР действовала государственная монополия на валютные операции. Любые сделки с иностранной валютой вне госорганов стали незаконными. Логика эпохи проста. Страна строила промышленность, каждый доллар шел на закупку станков и технологий. Частные руки в эту схему не вписывались. В 1937 году, когда страна жила в атмосфере всеобщей подозрительности и тотального контроля, операции с валютой приравняли к государственным преступлениям. Но настоящий поворот случился в 1961 году. Указ от 1 июля ввел статью 88 УК РСФСР за валютные операции в особо крупном размере от 3 лет лагерей до расстрела. При этом официальный курс доллара составлял около 90 копеек. А на черном рынке за доллар давали от 8 до 10 рублей. Разница более чем в 10 раз. И именно эта разница создавала колоссальный спрос на теневые схемы. Подпольный валютный рынок в СССР не был набором случайных сделок. Это была выстроенная иерархия. На нижнем уровне – бегунки. Молодые люди, таксисты, студенты, горничные гостиниц. Их задача – подойти к иностранцу националя или интуриста, предложить обмен, забрать доллары или франки. Среднее звено – шефы. Они принимали скупленную валюту, проверяли на подлинность, вели учет. Часто работали через конспиративные квартиры или фиктивные частные предприятия. Верхушка – короли или купцы. Люди, через чьи руки проходили сотни тысяч рублей. Они не ходили к гостиницам. Они договаривались, отмывали, конвертировали в золото, антиквариат или переправляли за рубеж через дипломатических курьеров и моряков. Риски были колоссальными. Одна проверка в гостинице, один осведомитель, и сеть рассыпалась. Но прибыль окупала все риски. Купленный по 10 рублей доллар можно было реализовать через чеки Внешпосылторга или «Березку» с наценкой в разы. Самый громкий пример – дело Рокотова, Файбишенко и Яковлева. Тройка королей подпольного рынка. Кроме форцовки, они занимались и валютными операциями, скупкой долларов, фунтов, золотых монет. Оборот – десятки миллионов рублей. При обыске у Рокотова изъяли ценностей на $1,5 миллиона. В 1960 году суд приговорил их к 15 годам. Но Хрущев потребовал показательного наказания. 1 июля 1961 года выходит указ о смертной мере за валютные спекуляции. Дело пересматривают. Закон применяют с обратной силой. В июле 1961 года всех троих расстреляли. Это был редкий случай в советской юридической практике, когда уголовную норму меняли под конкретное дело. Официально – укрепление социалистической законности. На деле – сигнал всем участникам теневого рынка. Государство контролирует не только экономику, но и цены на нее. После этого дела многие купцы ушли в тень. Кто-то перешел на форцовку товарами. Кто-то заморозил капитал до перестройки. Но система не исчезла. Она адаптировалась. Валютное подполье в СССР было не криминальной романтикой, а жесткой экономической реальностью плановой системы. Где был дефицит, там рождались схемы. Где был контроль, там росли риски. Но что делали те, кто не был королем? Как обычные студенты, гиды и таксисты доставали доллары, что такое чеки с полосой, и почему джинсы стали твердой валютой. В следующем выпуске разберем форцовку, магазины «Березка» и бытовую экономику советского подполья. Продолжение уже на следующей неделе. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.